ЧП одно за другим, череда загадочных взрывов и пожаров после визитов Путина. Крупный проект под угрозой срыва. США готовы на уступки по Украине. В Кремле раскрывают детали загадочного визита главы ЦРУ. Новый план Вашингтона. Ядерные угрозы в адрес еще одной страны. Москва снова заговорила о невозможности победить Россию. Кому следует приготовиться? НАТО потеряла еще один борт. Черная неделя для авиации Альянса. Хитрый ход Зеленского, страшная трагедия в детской больнице и настоящий бунт в тылу. Об этих и других событиях к вечеру среды 26 августа. Середина недели, а события и не думают притормаживать. В эфире «Нехта». Для вас работает Олесь Корененко. Там огонь. Да, ёптель-моптель. Ночь в тылу страны-агрессора снова напоминала сцены из фильма «Апокалипсис». Сегодня в Котовске, Тамбовской области, украинские дроны опять атаковали логистический центр, но на этот раз не Озон, а Wildberries. Пожар охватил более 100 тысяч квадратных метров. Сотрудников эвакуировали. Один человек получил сотрясение мозга. Дым и смог быстро распространяются на город. Во избежание отравления угарным газом и продуктами горения убедительно прошу вас воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие 2 дня. Держите закрытыми окна и балконы. Этот же склад уже атаковали 18 июля. Тогда погибли 7 человек и еще 25 пострадали. С ВБшки мы съебались, а это вот дымочек от нее хуярит. Именно с него началась серия ударов по объектам Wildberries, которая уже затронула 23 распределительных центра в 16 регионах. Как-то так. Но Wildberries этой ночью был не единственной целью. В Кстово, Нижегородской области, под удар попал НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез», крупнейший завод «Лукойла». Это один из главных нефтеперерабатывающих объектов России и важный поставщик топлива для московского региона. Причем этот НПЗ атакуют уже как по расписанию. С начала года по нему били как минимум 4 раза, и после каждого удара предприятие останавливало работу. Так что давление идет сразу по 2 чувствительным точкам российской экономики – по складам и по топливу. Ну и таких видео, похоже, меньше не будет. Просто уже смотришь каждый день и просто злишься, потому что заебали. В Кремле, наконец, объяснили загадочный визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. Другие детали пресс-секретарь раскрывать не стал, хотя еще накануне утверждал, что вообще ничего не знает о прилете американского борта во Внуково. При этом западные СМИ связывают визит с куда более серьезными темами. The Wall Street Journal писал, что это может быть связано с подготовкой России к мобилизации и желанию проверить НАТО на прочность. Но обсуждаться мог и Иран. Об этом пишут и некоторые известные публицисты. Рэдклифф прилетел в Москву совсем не по поводу Украины, а по поводу тупиковой ситуации, в которую попал Трамп в войне с Ираном. Видно уже, что Трамп воевать с Ираном больше не хочет, а может быть и не может. Экономические меры результата не дают. Иран продолжает вытирать от Трампа ноги, поэтому Трамп сейчас, видимо, готов как утопающий хвататься за любую соломинку. Мол, Вашингтон готов пойти на уступки по Украине в обмен на посредничество Москвы с Исламской Республикой. Если это верно, в Москве должны открывать шампанское, но в Z-сообществе никакого оптимизма не высказывают. Тут Рэдклиффа называют одним из главных ястребов в Вашингтоне. Сейчас тема Украины – это номер 1 в наших отношениях. И Джон Рэдклифф – это тот человек, который создает нам больше всего проблем на этом направлении. Именно он курирует передачу разведданных Киеву, и именно он весной прошлого года пролоббировал возобновление этих поставок после временной паузы, вызванной напряженностью между Трампом и Зеленским. Есть и очень показательный исторический бэкграунд. Предыдущий глава ЦРУ Уильям Бёрнс приезжал в Москву в ноябре 2021 года за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда он тоже обсуждал с российским руководством данные американской разведки о военных планах Кремля. Так что такие визиты в Москву обычно случаются не от хорошей жизни.
Киеве, похоже, сделали свой и очень сильный ход в дипломатической игре. Владимир Зеленский наградил орденом свободы не кого-нибудь, а того, кто не раз его публично критиковал. И речь идет о Илоне Маске. В указе президента говорится, что владелец SpaceX и Tesla удостоен такой чести за заслуги в защите жизни людей, свободы и за развитие отношений между Украиной и США. И это несмотря на то, что по данным The Atlantic, Маск по-прежнему не хочет разрешать использовать Starlink для ударов под территорию России. Но в начале этого года решение Маска, наоборот, очень помогло Украине. SpaceX ограничила работу незарегистрированных терминалов Starlink, которыми российские военные пользовались на оккупированной территории Украины. Это серьезно осложнило им связь и управление подразделениями, а ВСУ, наоборот, смогли воспользоваться возникшими проблемами для контратак и продвижения на отдельных участках фронта. Может, после этой награды экстравагантный предприниматель наконец приедет в Украину? Плохая неделя для военной авиации НАТО. Упал очередной борт, и на этот раз в США, в штате Колорадо. Легендарный вертолет Black Hawk совершил, как это официально назвали, аварийную посадку в лесу во время тренировочного полета. Хотя на вид это больше похоже на падение. На борту находились 4 человека, все выжили. Пожара и утечки топлива не было. Ранее в Венгрии разбился шведский истребитель Gripen. Пилот успел катапультироваться и остался жив. Гражданские тоже не пострадали. Россия продолжает убивать целыми семьями. В Чернигове после очередной атаки загорелся и полностью сгорел частный жилой дом, в котором находились 3 человека. 14-летнюю девочку удалось спасти и госпитализировать. Во время поисковых работ спасатели обнаружили тела 49-летней женщины и 4-летнего ребенка. Всего захватчики выпустили по Украине в эту ночь 162 дрона различной модификации. ПВО смогло обезвредить 134. На Амурском газохимическом комплексе России число погибших после мощного пожара выросло до 7. Среди них 6 граждан Китая и 1 россиянин. Число жертв может быть гораздо больше. Еще 9 китайских рабочих пока числятся пропавшими без вести. А пострадали 152 человека. О дронах никто не сообщал, а близкий к силовикам канал 112 писал, что причиной мог стать взрыв бочки с метанолом. Сам объект тоже примечательный. Это совместный проект Сибура и китайской Sinopec стоимостью около 11 миллиардов долларов. Его запуск уже переносили из-за санкций и проблем с закупкой оборудования. На открытие должен был приехать сам Путин. Оно должно было состояться в следующем году, но, видно, не судьба. Кстати, именно недавний приезд хозяина Кремля на Дальний Восток запустил череду странных ЧП. 11 августа, когда Путин решил посетить Курилы, именно с их территории погрозить Японии, которая считает эти острова своими, загорелся и НПЗ в Комсомольске на Амуре. Там тоже не было сообщения о дронах. Вот такое совпадение. Но Россией правит команда необучаемых. Угрожать Токио теперь взялся спикер Госдумы Вячеслав Володин. Причем автор мема «Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России» в этот раз опять прибег к любимому аргументу Кремля – атомному шантажу. А что касается руководства Японии, пускай они еще раз вспомнят свою историю. Вспомнят то время, когда милитаристская Япония погубила миллионы мирных граждан. Сейчас пытаются вернуться к той же риторике. Не надо. Ядерную державу, которая является Россией, победить невозможно. Вот только опыт последних лет как раз скорее подсказывает, что ядерную дубинку в Кремле начинают поглаживать именно тогда, когда дела у них идут не совсем по плану, а победой не пахнет. В Тернополе очередная проверка документов закончилась дракой с сотрудниками ТЦК. Один военнослужащий получил травмы и оказался в больнице. У него также забрали личные вещи и повредили служебный автомобиль. Полиция разыскивает всех участников стычки. У некоторых были биты и ножи. Правоохранители также решают вопрос об открытии уголовного производства по статье об угрозе и насилии в отношении должностного лица.
В чем Путину не откажешь, так это в таланте наживать врагов. Вслед за Японией Кремль пытается вывести из себя очередного соседа. Южная Корея снова поднимала истребители из-за российских военных самолетов. По данным Yonhap News, несколько российских бортов ненадолго вошли в южнокорейскую зону идентификации ПВО возле островов Токто и Улындо. Военные засекли их заранее и подняли истребители на случай дальнейшего обострения. При этом территориальное воздушное пространство Южной Кореи нарушено не было. Это уже не первый подобный эпизод. В конце июня около 10 российских и китайских военных самолетов также заходили в южнокорейскую зону ПВО, после чего Сеул выразил Москве и Пекину официальный протест. Так что воздушные проверки нервов вокруг Корейского полуострова становятся все более регулярными. Страшная трагедия в Пакистане. В гинекологическом отделении Пакистанского института медицинских наук погибли 1,5 десятка младенцев. По предварительной версии, пожар начался после взрыва компрессора кондиционера на 3-м этаже. Из новорожденных, которые находились в палате, спасти удалось только одного. Огонь уже потушен, власти создали комиссию для расследования причин трагедии. Российская пропаганда раскрыла очередные проделки киевского режима. Я специалист по пропаганде и контрпропаганде, и мне приходится русофобские ресурсы тоже просматривать. Так называемый политолог Карине Геворгян проанализировала жалобы селлеров Wildberries и Озон и пришла к неопровержимому выводу. Невероятно однотипно. То есть якобы русские люди плачутся о том, как все ужасно, как все ужасно. Z-эксперт заявила, что продавцы маркетплейсов, жалующиеся на уничтоженные товары и убытки, на самом деле никакие не предприниматели, а нанятые актеры, которые работают на Украину и Запад. Кажется, российские пропагандисты опять судят по себе. Спасибо, что выбрали Нехта. Спасибо за лайки и комментарии. Увидимся утром.